Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео я очень подробно показываю процесс плетения вот такой замечательной трехгранной звездочки. Такая звездочка отлично смотрится в качестве елочного украшения, да и она выглядит как сама маленькая елочка. Так что если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. В начале работы мне понадобятся не только трубочки, но еще и линейка для измерения сторон треугольника, который мы будем делать из этих трубочек. Трубочки у меня короткие, каждая равна 29 сантиметрам, поэтому я взяла и две трубочки нарастила вместе, получилась такая длинная трубочка одна. Я ее беру и начиная вот с этого места, где у нее начало, то есть здесь у нее где-то конец скрутки, здесь у нее начало, я немного обрезаю вот этот кончик, буквально тут пару миллиметров. И сейчас из нее буду делать треугольник, он у нас будет равнобедренный, то есть две стороны равны, а третья сторона самая маленькая. Итак, для этого прикладываю к линейке, прикладываю начало трубочки к нулю, ну и где-то одна сторона у нас будет 13 сантиметров, делаю вот так пометку, сгибаю эту трубочку. Следующая сторона также будет равна 13 сантиметрам, к нулю эту пометочку ставлю, 13 сантиметров отмеряю, делаю вот такую вот засечку. Посмотрите, вот у нас две стороны треугольника готовы, и теперь одна осталась сторона, она будет чуть меньше, тут уже на глаз. Можете сделать это все. Ну, я тоже так к линейке приложу, приблизительно 8 сантиметров, думаю, мне хватит. Можно, конечно, и 9 сантиметров, но тут уже на глаз. Ну, давайте вот так вот, да. Здесь делаю засечку, сгибаю. И сейчас нам нужно вот это место нарастить в это место. Что я делаю? Понимаю, что расход, конечно, трубочек большой, то есть мы практически целую трубочку обрезаем, но это можно и не делать. То есть можно закрепить вот здесь и начать вот этой трубочкой работать. Но мне так удобнее, и мне кажется, что так аккуратнее получается. Я обрезаю вот здесь уголок наискосок. То есть я сейчас буду этот уголок наращивать, вставляя в наш первый вот этот вот в наше первое место у трубочки. Итак. Еще раз говорю, что это так я делаю. Вы можете просто соединить, приклеить и начать уже работать, не обрезая трубочки, как вот я сейчас показала. Но я делаю так, потому что мне так удобнее. И вот у нас то, что мы тут подрезали. Просто поправляем это место и сюда вставляем. Вот таким вот образом у нас все спокойно вставляется. Вот что получилось. Вот такой треугольник. И сейчас мы с ним будем работать. Сразу скажу, что трубочки должны быть увлажнены настолько, чтобы они были и влажные, и в то же время не очень мокрые. Я это как делаю? Я сначала их увлажняю из пульверизатора водой с бальзамом для волос. У меня есть такое видео, кстати. Ссылочку в описании оставлю или вот здесь в подсказках, как я делаю пропорции. И в пакет. В пакете они немного, влага распределяется по трубочкам, они чуть-чуть подсыхают, чуть-чуть буквально. И они не становятся слишком мокрые, но очень эластичные становятся. Итак, начинаем плести нашу трехгранную звездочку. Для этого я беру трубочку, немного сминаю у нее конец один. Его можно обрезать, можно и не обрезать. Потом, если что, подрежете. Прикладываю его вот к этому месту. Ну, тут я на глаз. Все делаю на глаз. То есть не посерединке, но чуть-чуть к этому углу смещается все. Вот так прикрепляю прищепкой, чтобы это все задержалось и зафиксировалось, склеилось. Немного вот так вот будет у нас, да?
Еще раз говорю, что я показываю, как я делаю, то есть вот с этим наращиванием, например, и с этой трубочкой. То есть вот эта трубочка, которую я взяла дополнительную, она может у вас быть и отсюда. То есть вы, например, здесь просто приклеили уголок и начали отсюда делать. Но я говорю, что я так делаю, поэтому показываю, как я делаю. Здесь мы немножечко сгибаем, огибаем вот эту вот. Это как пятигранная звездочка у нас получается. И идем к этому углу. То есть у нас от этого сюда, от этого сюда, от этого сюда получается. Здесь мы тоже, смотрите, сгибаем, огибаем вот этот уголок и направляемся сюда. Здесь, смотрите, у нас нужно нам нарастить в этом месте. Что я делаю? Беру дополнительную прищепку, фиксирую, чтобы у меня это не разошлось, и наращиваю где-то здесь. Это потом все закроется следующим оплетанием. Здесь сейчас наращу трубочку. Нарастила. Так как у нас цвет у трубочек одинаковый, поэтому наращивание не слишком заметно. Даже, я бы сказала, вообще незаметно. Вот оно здесь было. И начинаем дальше двигаться. Вот к этому углу, да, как я уже сказала, оплетаем этот уголок очень-очень аккуратненько. Вот таким вот образом. И сейчас эту тоже трубочку убираем, тут уже тоже все подсохло. Сейчас идем к этому уголочку. Начинаем оплетать этот уголочек. Оплели. И сейчас идем вот к этому уголочку. Здесь у нас снова наращивание. И здесь наращивать можно в этом месте. При оплетании это место скроется под следующими рядами. Ну и тем более, если у вас наращивание такое незаметное, как у меня, например, то об этом можно совсем не волноваться, что это место будет как-то заметно. Так, подходим к этому уголочку. И отсюда сюда. То есть, смотрите, у нас отсюда сюда, отсюда сюда получается. Здесь, конечно, мы все это подправляем, но оно все встанет на свои места, как только мы продолжим работу. Все тут у нас с вами встанет на свои места. Здесь также наращиваем. Здесь получается, смотрите, здесь уже скрутка. Лучше наращивать тогда вот здесь. Тут уже достаточно большое расстояние для наращивания, поэтому я это сделаю вот в этом месте. Так, вот нарастили. Поворачиваем. И поворачиваем так. У нас получается вот в этом месте произошло наращивание. Поворачиваем к этому углу. Все очень-очень плотно. Видите? От этого все тут тоже будет плотненько. Здесь также наращивать нам нужно вот здесь. Нарастили, и вот таким образом продолжаем работу дальше. Этот уголочек, переходим к этому уголочку, этот уголочек, переходим к этому уголочку. И так поехали дальше.
Смотрите, мы с вами дошли до конца практически. Здесь я уже понимаю, что мне уже хватит оплетать уголки. То есть можно продолжить, конечно, можно продолжить, пока вот это место у нас не закроется. Здесь немного будет эти места видны, а здесь уже все закроется. Где-то еще 2 раза, наверное, оплести и все. Но мне, например, вот такой вот вид нравится больше, поэтому вот то, что я последнее сделала, вот этот виток, я сейчас здесь буду заканчивать. Заканчиваю так. То есть можно, в принципе, как сделать? Наверное, сюда, может, как-нибудь. Но я, например, делаю вот как. Я вот здесь вот сгибаю, немного отрезаю, немного клею. Еще раз повторюсь, что я показываю, как я делаю. Возможно, кто-то другой делает по-другому. Ну, можете написать в комментариях, как, например, видите вы окончание. Я вот так убрала. Вот так убрала. Тем самым здесь у меня, посмотрите, все аккуратненько, да? И здесь у меня тоже все аккуратненько. Таким образом, у нас очень хороший эстетический вид. Вот, если вы как-то по-другому заканчиваете, напишите, как вы это делаете. Тоже интересно будет почитать. Вот такая звездочка у нас с вами получилась. Ничего сложного. Единственное, что, опять же говорю, чтобы нужно следить, чтобы ваши трубочки были очень хорошие, такие мягенькие, пластичные, чтобы они не заламывались вот на этих витках, да, на этих боковых сторонах, чтобы не было никаких заломов. И смотрите, вот здесь мы начинали с вами, здесь я приклеивала трубочку. Совет такой, лучше ее вот здесь вообще приклеить, чуть-чуть, даже ближе к этому уголку, к самому. Здесь, чтобы это место вообще было не видно, можно этот вот то, что торчит, вообще вырезать. Вот, в принципе, все, не видно ничего, да. С обратной стороны, ну, немножечко видно, но на то она и изнаночная, да, чтобы тут что-то было. Надеюсь, что это видео вам понравилось, оказалось полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, они меня очень мотивируют. Пишите в комментариях свои отзывы, пожелания, может быть, вопросы. Я на все отвечу, с удовольствием с вами пообщаюсь. Желаю всем легкого плетения, вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!